when Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, he was visiting one devotee's house in Calcutta, and that man was having some difficulties with his wife or something, and he quoted this sloka, which I don't know, I wish I knew it, but it said, even the gods are bewildered in trying to understand the mind of a woman. Мне просто вспомнилась ситуация, случай, когда однажды наш гуру Шрила Говинда Махарадж был в Индии, в Калькутте, посетил дом одних преданных своих учеников и беседовал там с семейным человеком, мужчиной, и там тоже была сложная ситуация, и чтобы успокоить, утешить, был процитирован стих, который я, к сожалению, не помню, хотел бы я, чтобы я его помнил, но суть этого стиха такова, что даже боги не в состоянии понять, что на уме у женщины. So, but that's in the mundane world. Но это в материальном мире. Right. And there's so many stories to this effect. Есть много подобного рода историй. And we know, even in the Vedic perspective, Maya is in a female form. И с точки зрения Вед, например, Майя, illusion personified. Майя, то есть олицетворение иллюзии, иллюзия собственной персоной, это тоже она. But what we want, a one act solution. Но мы хотим решить все одним действием. We're not here to blame the problems of material existence on women or women on men or this kind of thing. Мы не хотим, чтобы мужчины обвиняли во всех бедах в материальном мире мужчин, а мужчин и женщин. Подобное не приведет ни к чему. Or to blame it on God, to blame on Krishna. Или даже нет смысла винить Бога, винить Кришну. What is the yagya? Lokasya Srijati Prabhu in the Bhagavad Gita. He's saying we're responsible for our karmic situation, not to blame that on anyone. Ведь в Бхагавад-гите Krishna or man or woman of this world. Ведь в Бхагавад-гите Кришна объясняет, мы сами несем ответственность за те кармические обстоятельства, в которых мы оказались. Нет, мы не можем винить в своих бедах ни Бога, ни мужчин, ни женщин, ни кого-либо еще. So the bonding factor is giving it your energy, your attention. И так эта связь происходит, поскольку вы направляете на это свое внимание, свою энергию. We hear the karma expressed in Western science as for every action there's an equal and opposite reaction. Мы слышали, что принцип кармы в западной школе мысли выражен как каждое действие влечет равное противодействие. That's a profound statement. Это глубокие слова. Like many mathematical formulas or scientific formulas, it's very concise and simple, but the implications are profound. Как и многие математические формулы, научные утверждения, это утверждение просто и коротко, но влечет очень глубокие последствия. According to Vedic information, Jalaja Navalakani Stavara Lakavingshati, we've evolved from the lower species of life through millions of varietal species to achieve human life and human existence. Согласно ведическому пониманию, мы в процессе эволюции прошли миллионы различных форм жизни, прежде чем достигли человеческого рождения. Our Guru Maharaj said actually that objective evolution and subjective evolution, they parallel one another. Гуру Махарадж говорил, что на самом деле объективная эволюция и субъективная эволюция идут параллельно друг другу. The most identifiable trait, characteristic in difference is that subjective evolution means it's being driven by Atma or the soul. Но главное различие, то, на чем легче всего понять разницу между этими двумя идеями, это то, что в субъективной эволюции подразумевается, что атма или душа, живое существо, движет эволюцией. So we were seduced by the satanic
proposition of reigning in hell in Miltonian terms. Если говорить по-мильтоновски, то мы пали жертвой сатанинского соблазна, предложения править в аду. Which means essentially that we've bought into the notion that we will find happiness or satisfaction, fulfillment by acquiring, controlling, and consuming objects, aspects of the objective world. По сути, это означает, что мы пали жертвой идеи, мысли о том, что мы обретем счастье, будем довольны, счастливы, если будем потреблять, накапливать, контролировать объекты окружающего мира. This is the reign in hell proposition. В этом суть предложения править в аду. So, and then in other terms, an egocentric world. Или, иначе выразить, это эгоцентрический мир. Just like what's easily observable is the egocentrism of babies or toddlers. Эгоцентризм очень легко заметить в малышах, в самых маленьких детях. They think they're the center of existence and everything is meant for them and their enjoyment. Они думают, что они пуп земли и что все в мире предназначено для их удовольствия. And their test of whether something is valuable or not is to put it in their mouth. That's their science. И их, так сказать, научный подход, их научный метод понять, что ценно, а что не ценно, это поместить какой-либо предмет в рот, попробовать на вкус. Actually, that's not a good system. На самом деле это не очень хорошая система. So, but that's a anomoi. They're judging everything on the basis of just direct, what to speak, consumption or consumerism, whether or not I can eat it or not. Put it in my mouth and chew on it, suck it, see if I can get something out of it. Такой уровень сознания называется аннамая. То есть, что уж говорить об эксплуатации или употреблении в общем смысле, они судят о ценности чего бы то ни было по возможности в буквальном смысле этого слова съесть, обсосать, поесть что-либо. As we grow older, we're applying that same methodology, just a little more sophisticated. Потом, когда мы подрастаем, мы продолжаем применять ту же самую методологию, только более утонченным образом. When I say we're trying to acquire, control, and consume aspects of the objective world, that includes persons, places, things. То есть мы пытаемся приобрести, контролировать, потреблять предметы, реалии окружающего мира, в том числе людей вокруг нас, обстоятельства, вещи. But if we go back to the maxim that for every action there's an equal and opposite reaction, then what reactions are waiting for us as a consequence of our trying to exploit others? Но если мы вернемся к утверждению, что каждое действие влечет равное противодействие, то какие же последствия должны прийти в ответ на наши попытки эксплуатировать других людей? So really, if you trace the problem, it comes back to ourselves. Поэтому, если вы проследите происхождение этой проблемы, то поймете, что она происходит от вас. Once, we're inescapably surrounded by karmic circumstances that we've generated. Мы оказались захвачены кармическими последствиями, которые сами же и породили, и не можем вырваться из их окружения. When we were working on one book for Srila Guru Maharaj, perhaps it was Sri Guru and His Grace, this line came of a famous cliche: a bad workman quarrels with his tools. Когда мы работали над одной из книг для Шрилы Гуру Махараджа, быть может, над книгой Шри Гуру и его милость, то мы обсуждали в какой-то момент фразу «плохой работник винит свои инструменты». Or we're near the Bolshoi, so they say a bad dancer says the stage has so many flaws.
Или, поскольку мы рядом с большим театром, можем сказать, что плохой танцор, плохой артист будет винить пол, что пол плохой, доски кривые. But Guru Maharaj made a bit of a philosophical joke. We weren't sure if we heard him right. He said, "A bad workman quarrels with his stools." Но Шрила Гуру Махарадж на основе этой фразы, этой пословицы, создал своеобразную философскую шутку. Мы даже сперва не поняли, правильно ли мы его услышали. Он сформулировал так: плохой работник винит свои экскременты. So we weren't sure if we heard him properly. Сначала мы засомневались, правильно ли мы услышали. And then he began to explain. Но потом он начал объяснять. He said, "We eat. And what is the and we're enjoying. We take some food, we're eating and enjoying it, then we digest it, and what is the outcome ultimately?" Он объясняет, например, мы едим, наслаждаемся различными видами пищи, насыщаемся, но каков конечный продукт? So when the outcome comes, we're very displeased. Когда выходит продукт, он нам не нравится. But if we go back to the laws of physics, we understand. But we're the cause of that initially. We like the enjoying part, but then when the reaction comes, we're complaining. We can't understand why this could possibly be happening. We're blaming other people. Но возвращаемся к законам физики. Каждое действие влечет равное противодействие. То есть, когда мы наслаждаемся, когда мы потребляем что-то, нам это нравится. Эта часть нам нравится. Но когда приходят естественные последствия, реакции, то эти последствия нам не нравятся. И мы начинаем возмущаться. Ну почему так? Кто виноват? За что это все мне? So, the mind is the seat of karmic activity. Ум является центром всех кармических поступков. What determines the level, the type and level of karmic reaction is what's going on in one's mind, heart, consciousness. От чего зависит тип кармического поступка и глубина последствий? От того, что именно происходило в момент поступка в сердце и в уме совершившего его. Just that sometimes in a court of law, some particular activity took place, and no one's in disagreement about what actually happened, but they have to find out what was the motive of the person performing that act before they can determine culpability or whether or not it's criminal. Подобно тому, как в юриспруденции, в суде, даже если у всех участников процесса есть твердая убежденность в том, что на самом деле произошло, но этого мало, они также хотят понять, каковы были мотивы, почему именно человек совершил то, что совершил, для того, чтобы понять, какова степень его вины, насколько он достоин наказания. So how are you going to monitor everybody? Как вы сможете следить за всеми? One thing, the monitor with cameras and all the external activity that's going on. But what about an internal monitor? How are you going to monitor everyone? Одно дело это внешнее наблюдение при помощи камер, еще чего-то, но так может увидеть внешнее, а как увидеть, что происходит внутри у каждого? Well, through we'll make them sign their names on their accounts, on their, V-contact and their mobile messaging. That's how. Давайте заставим всех открыть себе учетные записи ВКонтакте, на мобильных сетях, на подобных сервисах. It's not that easy. Но все не так просто. So, who's the internal monitor? This Krishna describes in Bhagavad Gita. He says, Upadrashtanu mantacha bharta bhokta maheshra Paramat meti chapayukto dehesmen purusha para. Says there's an overseer, an observer, the Paramatma. There's the individual soul, Atma, Jivatma, and then the Paramatma, the super soul, who's monitoring Jivatma. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет, кто именно отслеживает, кто именно наблюдает за всем изнутри. Он говорит, что есть атма, индивидуальная душа каждого, индивидуальное живое существо, но рядом с атмой всегда находится параматма, сверхдуша, и он, находясь в сердце каждого, наблюдает за всем.
accompanying each one of us. И он сопровождает каждого из But нас. as in a neutral way. Но он нейтрален. Non-interference. Не вмешивается. Otherwise, that would be to cancel our free will, our choice. Iначе это было бы нарушением нашей свободы воли. So the Upanishads give an example of two birds on a fruit tree. Упанишады сравнивают это с двумя птицами, сидящими на плодовом дереве. One bird's eating the fruit, another bird is observing that bird. Одна птица поедает плоды, а другая наблюдает за первой. So they say this tree produces the fruits of karmic activity. Это дерево порождает плоды кармической деятельности. So these fruits, they're in different stages of development. И эти плоды находятся на разных этапах развития. The seed, karma beads, the seed of karmic activity. Карма-бидж, семя кармического поступка. Seeds that have sprouted. Есть семена, которые дали всход, blossomed, расцвели, and those that are bearing fruit. И те, что приносят плоды. And as human beings, animals, we can say, they're just reaping the effects of karmic activity. They're not generating any new karma. И в случае с животными мы можем сказать, что они всего лишь пожинают плоды своих прошлых поступков. Они не порождают новой кармы. But human beings is a more complex situation. Но человек – это более сложная ситуация. When Krishna starts talking to Arjuna about karma, the first thing he tells him is, it's complicated. Когда Кришна начинает объяснять Арджуне принципы кармы, то первое, что он ему говорит, это «все сложно». Because what to speak of individual karma, there's collective karma. Он говорит, что говорить об индивидуальной карме, есть и коллективная And карма. for every action there's an equal and opposite reaction. These reactions are in different stages of development or manifestation. И каждое действие приносит равное противодействие, и все эти последствия противодействия находятся на разных уровнях зрелости, развития. And on top of it all, we're generating fresh, new karmic reactions in real time. И помимо всего этого, мы порождаем новые, свежие кармические последствия в реальном времени. So then it seems like it's insurmountable, inescapable. И тогда кажется, что это неодолимо, выхода нет. So traditionally in Vedic culture, people have performed penance, austerity, given in charity, to try and neutralize the negative effects of karmic activity. Традиционно в ведическом обществе люди старались совершать аскезы, принимали епитимии, раздавали подаяния для того, чтобы нейтрализовать последствия своих поступков. But then there's another approach, the Krishna consciousness approach. Но есть и другой подход, подход сознания Кришны. In general, we say not a blade of grass moves without the will of God. В целом мы говорим, и травинка не шелохнется без воли Господа. What to speak of more significant events? Что уж говорить о более значимых событиях. So Srila Prabhupada, in explaining this verse once, he published a little pamphlet called The Peace Formula. И объясняя этот принцип, этот стих, Шрила Прабхупада однажды опубликовал буклет, который был озаглавлен «Формула мира». How can we find peace individually and collectively and on a world scale? Потому что все спрашивают, как найти мир и индивидуально, и коллективно, и для всего мира. So Prabhupada said, this sloka in the Bhagavad Gita is the key to that notion. И Шрила Прабхупада объяснил, что эта шлока Бхагавад-гиты – это ключ к решению. Bhoktaram yagya tapasam sarva loka maheshwaram. Where Krishna is saying, really, yes, not a blade of grass moves without my will. Ultimately, I'm behind every activity. В этой шлоке Кришна говорит, да, без моей воли ничего не происходит. В конечном счете я нахожусь за всем, без моей воли не шелохнется и травинка. Either directly or indirectly. Прямо или косвенно. So then the question has to come, is that God
directing the blades of grass and their movement, is he inimical to us or friendly to us? Но далее возникает вопрос, а этот Бог, который управляет всеми движениями травинок, всем, что происходит, он нам друг или враг? Is all of this karmic testing meant to make you a failure or to promote you to the next level? Все эти кармические испытания предназначены для того, чтобы мы провалились, или для того, чтобы перешли в следующий класс? The next line is Suhridam sarvabhutanam yadsgyatva shantim richtati. That person who's controlling everything that you're unable to control, he is your dearmost friend. И следующая строка этого стиха дает такой ответ. Тот, кто управляет все, даже то, что ты не в состоянии контролировать, он твой лучший друг. He's never inimical to us. Он никогда не враждебен к нам. And no matter how much the inescapable karmic circumstances surrounding us may put us in anxiety, really deep in the background is the friendly hand of Krishna. It's meant to promote us, not to make us fail. И какие бы неодолимые кармические обстоятельства не окружали нас со всех сторон, если присмотреться достаточно глубоко, за ними всегда находится дружеская рука Кришны. So Srila Guru Maharaj said that many things can be understood from the Bhagavad Gita. Said, but he liked this one German academic, but more than academic, I think with some devotional tendency. He read as an overview, he said, really, what is the message of Bhagavad Gita? Do not quarrel with the environment, but go inside yourself for internal adjustment. Из Бхагавад-гиты можно извлечь множество полезных наставлений. Но гуру Махараджу нравился вывод одного немецкого ученого, академика. Он был даже чем-то больше, чем ученым, быть может, у него была какая-то склонность к преданности, и тот человек выразил свое мнение о Бхагавад-гите так. Суть в том, чтобы не спорить с окружающим миром, не пытаться исправить его, а изменить себя. Really, this is an empowering concept. На самом деле, эта концепция дарует силы. Because it will be endlessly frustrating for us to try and control others, control life circumstances. Impossible. Потому что попытки с нашей стороны контролировать других, контролировать все обстоятельства жизни привели бы нас к бесконечному разочарованию. We can hardly control ourselves. Мы и себя-то едва контролируем. What to speak of others, circumstances, the world, so many things. Что уж говорить о других, о событиях, о всем мире. But if we're told essentially the message is go internal and adjust yourself, then we have some hope, some prospect. Но если нам объясняют, что суть в том, чтобы погрузиться внутрь себя, изменить что-то внутри себя, тогда у нас появляется надежда. And the spiritual project is to do that under the guidance of sadhu, shastra, guru, vaishnava. И духовный проект заключается в том, чтобы делать это, находясь под руководством садху, шастр, гуру и вайшнава. And you explain what those are? Святого, писаний, учителя и учителя вайшнава. And lastly, he liked the example of jujitsu, Japanese art. И еще, наконец, он приводил пример с джиу-джитсу. Their idea is some thrusting, powerful force is coming toward you, to take that and guide it, to use the power of that assault and turn it into something favorable, a favorable movement. Идея этого единоборства в том, что когда на вас с большой силой кто-либо нападает, то использовать эту силу нападения нападающего для того, чтобы обратить ситуацию в свою пользу. So our grand guru used to say, religion essentially, what does it mean? Proper adjustment. Поэтому нашего гуру говорил, религия по сути заключается в том, чтобы найти правильное положение. How to balance the absolute and the relative.
Какой баланс найти между абсолютным и относительным? How to follow absolute direction and relative circumstance. Как следовать абсолютным наставлениям, находясь в относительных обстоятельствах? Then you'll be fine. Тогда вы будете в порядке. I won't have to worry about near and far. И вам не придется волноваться о том, что близко или далеко. What time is the next? Can we take another question? Yeah, we have question. Еще какие-то вопросы есть? Пожалуйста. Спасибо. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Продолжение этой темы. Kind of continuing this topic, this question. Очень странную ситуацию. It's a very weird situation. Uh-oh. How weird. One story happened to me. Don't get too pictures. specific. Can we just Не, get the не gist слишком, не here? слишком в детали только углубляйтесь. Можно суть сразу? You know what in internet parlance what TMI means? Знаете, в интернет-кругах есть такая аббревиатура по-английски TMI, да, слишком много информации. So think about that. Подумайте об And этой there's идее. cameras on. If you want to be, you know, like a turned into an internet meme by the end of the night. К тому же у нас здесь работают камеры, поэтому подумайте, хотите ли вы превратиться в очередной интернет-мем к завершению сегодняшнего вечера. Okay, the gist. Ну, суть. Ага. После того, как я оценил небольшую фотосессию, в общем, девушка предложила сама со мной познакомиться, и я отказал. И после этого я действовал в соответствии с писаниями, то есть то, что написано в Шримад Бхагаватам, и все равно кармически. I like the part about the Srimad Bhagavatam. Okay, I like where this is going. Так, и? А вопрос? В конечном итоге я понимал умом, что я поступил правильно, но чувства, они начали очень сильно меня беспокоить. Так, а вопрос? Ага, да. Okay. Basically, he described his situation. I was making a photo session, and after that photo session, one girl approached me, and I rejected her. I think following instructions of scriptures like Srimad Bhagavatam. So I understand that I did the right thing scripturally, but still some senses, feelings are inside me. So basically, that's You wish your senses had not been so controlled. То есть вам хотелось бы, чтобы ваши чувства находились не под столь строгим контролем. No, it reminds me of when I was in SoCal once and we were talking about the Ramayana and how Ravana kidnapped Sita, and we were telling the story, and there was this one carpenter listening in on this whole story about the Ramayana and shaking his head, and then in the end he told me, he said, I looked up to him and he said, the same thing happened to me. Помню, однажды в Америке, в Сокеле, в Калифорнии, мы рассказывали всю историю Рамаяны, знаменитая история про Господа Рамачандру и Ситу, и там, ее похищение, и все остальное. И мы рассказывали всю эту историю подробно, и в аудитории был один плотник. Он внимательно слушал, постоянно кивал, а дослушав историю до конца, сказал, знаете, со мной произошло точно то же самое. The way he goes, the same thing happened to me. Представляете, то же самое и со мной. So, but I mean, as absurd as that sounded, I realize we hear these Puranic stories and tales as you're telling us now. We realize these sort of universal life situations, let's call them. И как бы абсурдно не звучало то предложение, но я задумался о том, что ведь мы слышим различные истории из Писаний или истории такие, как вы рассказали, и мы понимаем, что это некая универсальная ситуация, происходящая снова и снова. And I'll put it to you this. There's one verse, actually I wanted to quote this verse, now it's coming. Krishna says in the Gita, Devi yesha gunamayi mama maya durateya Mamevaye prapadyante mayami tam tarantite. The long and short of it is he says, illusion works for me.
И есть один стих, я хотел его процитировать еще раньше, но теперь он пришел ко мне. Суть этого стиха, если коротко, такова. Кришна говорит, майя, иллюзия, работает на меня. What you're struggling with, she gets her orders from me ultimately. То, с чем вы сражаетесь, эта иллюзия, в конечном счете, она исполняет мои приказы. So locally, immediately appearing through one person, another person, but Krishna in the background, remember the friendly hand of Krishna, he's saying, you know, Maya's under my control. And she's not afraid of any jiva. Поэтому при взгляде с какой-либо маленькой точки, при локальном взгляде, то кажется, что майя действует на нас через этого человека, через того человека. Но если отойти назад, посмотреть на общую картину, помните, как за всем находится дружеская рука Кришны, то майя действует по указке Кришны, и майя не боится какой-либо дживы. Not a jiva who's the master of sense control for so long through either yoga or tapasya. Майя не боится даже дживу, которая полностью обуздала свои чувства благодаря тапасьям и йоге и аскезам и полностью контролирует себя. Or the jnani who's figured out what illusion's all about. Майя не боится гьяни, который разобрался наконец, в чем суть иллюзий. And the moment Maya can overpower any one of us, that we have to never forget. В одно мгновение майя может победить каждого из нас. Это нам следует знать наверняка. We're tiny, chit, shakti, atomic chit, jivas. Мы крошечные частицы чит-шакти, мы крошечные дживы. And Maya can overpower any one of us at any moment, anytime. И майя может победить любого из нас в одно мгновение, очень легко. So then it's hopeless. Тогда мы можем сказать, значит, все безнадежно. We have no way out. У нас нет выхода. Right? Even what do we hear in Brihad Bhagavatamritam? In the 8th layer, he's finally about to escape, and then Maya comes in a practically inconceivably beautiful, charming form and offers, "You'll be Shiva, and I'll be your Shakti." Как в Брихад Бхагаватамрите описано, что когда душа преодолевает множество оболочек иллюзий, преодолевает 8-ю из них, то тогда сама майя приходит к такой душе в своем невыразимо обольстительном облике и говорит, отныне ты будешь моим господином, а я буду служить тебе. And it's the same old, what does it say? You'll reign in hell. И это все та же самая ситуация. В чем суть предложения? Ты будешь царствовать в аду. Guru said, the last sweet bullet enters the brain. Гуру Махарадж говорит, последняя сладкая пуля пробивает мозг. So repeatedly we're seduced by this notion that I'll be the master. Снова и снова мы становимся жертвой этой идеи, что я буду хозяином. It can come at any time. Это может прийти в любое мгновение. What's the famous Bhagavad? Aruhya Krishchena param padam tatak patoti anadrita jasmaid angraya. They go beyond all the mundane, rise up to the outskirts of the spiritual world. Here's my passport, and they look, oh, no visa, no entrance. Как сказано в Шримад Бхагаватам, они преодолевают множество трудностей на своем духовном пути, отрекаются от многого, наконец вырываются из плена иллюзии, оказываются на границе духовной реальности, показывают, вот, у меня есть паспорт, простите, визы у вас нет, и они отправляются обратно. If you surrender to me, then Maya me tam tarantali. Then you can cross beyond the influence of Maya only through this process, prapanna, surrender. Но Кришна объясняет во второй половине этого стиха, что просто предавшись мне, ты можешь легко преодолеть майю. В этом путь. Not self-assertion. Не самоутверждение. So we've heard and understand something by practical experience. The really only saving grace we have comes from the remembrance of Guru and Vaishnava. Krishna's mercy descending into this plane. That's the only real, lasting, permanent, substantial way to deal with these things.
И мы слышали об этом из Писаний, и у нас есть свой опыт, подтверждающий то же самое, что по-настоящему преодолеть все это, преодолеть иллюзию можно только благодаря милости гуру и вайшнавов. Только это является единственным настоящим источником долгосрочного решения проблемы. So Srila Guru Maharaj advises us. He says, approach the Department of Mercy and see if there's something waiting for you there. И поэтому Гуру Махарадж советует нам: обратитесь в департамент милости и посмотрите, быть может, вас там что-то ждет. Krishna never dismisses the surrendered soul. Кришна никогда не отвергает предавшуюся душу. So that's good news for us, for everybody. И это хорошие новости для каждого из нас. Right? And that is the way of believing in a higher power, a greater power than your own. То есть этот путь заключается в том, что вы верите в силу более высокую, чем ваша собственная. If through divine sound and seva, service, Krishna enters your heart, we're told, Maya is shy to go before Krishna. Если через божественный звук, через севу, служение, что-то божественное коснется вас, то мы слышим, что Майя стесняется приблизиться к Кришне. Rather, we're told then the divine lady, Bhakti Devi, she likes to appear. Скорее, говорят нам, тогда божественная леди Бхакти Деви явится там. Hare Krishna.